Изолента Лайф. Добрый вечер, дорогие товарищи. Здравствуйте. У нас вечерняя изолента, и сегодня мы вдвоем с Александром Короленко, военным экспертом, РИА Новости. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня очень насыщенный был день с точки зрения информации по спецоперации наших войск на Украине. Ну, и там получается, что не только наших войск, но и наших дипломатов. И там сегодня все это будет завязано очень плотно. Я думаю, что мы сейчас полчаса, нам только на это и хватит, чтобы это обсудить. И то, наверное, даже еще останутся некоторые вопросы. Если позволите, я начну, наверное, с документа, который сегодня был предъявлен. И уже он распечатан, ну, отсканирован, я имею в виду, в телеграм-каналах выложен. Это, соответственно, шифра телеграмма, как она была названа, я прочитаю, чтобы не ошибиться. Шифра телеграмма Нацгвардии Украины с секретным приказом о подготовке наступления на Донбасс до 28 февраля. Вот это дословно то, что сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Документ был показан, и документ был далее даже и распечатан, что, кстати, на мой взгляд, достаточно редкий случай, когда официальные документы Министерства обороны, которые у них на руках, они распечатываются, выкладываются. Александр, прокомментируйте как-то, что это вообще, что за документ, откуда он появился, почему он там был вообще, и как, откуда он взялся в наших. Я полагаю, что у военно-политического руководства России этот документ появился несколько раньше, до сегодняшней публикации. И именно этим объясняется начало операции. Конкретные сроки. Эта дата объясняется 24 февраля и не позже. Здесь нужно было упредить, очевидно, и эта информация повлияла на начало операции. Что касается смысла этого документа, ну, мне кажется достаточно самонадеянным, что там помянут не только Донбасс, но и дальнейшее развитие действий в направлении Крыма. Это все-таки недооценка России, ее воли. Ну и даже в направлении Донбасса, ну, мне кажется, это авантюризм в чистом виде. Документы эти опубликованы, и они усиливают позицию России, то есть историческую правоту и геополитическую правоту России. Чтобы никто не мог нам сказать, что мы вот волюнтаристическим образом развязали агрессию, пришли на Украину. В общем-то, по документам, которые уже опубликованы, вот этот план агрессии, до этого плана были опубликованы во множестве документы о разработке биологического оружия, проходила даже информация о разработке ядерного оружия на Украине. Вот это все вместе достаточно весомый аргумент и доказательство, почему в России не оставалось другого пути, кроме проведения специальной военной операции. То есть этот документ, он все-таки историческую какую-то нагрузку будет нести, и на него будем мы опираться в каком случае? То есть он просто останется как документ, либо мы все же его будем применять для каких-то дальнейших действий наших внутри, в рамках закона или в рамках военных действий, как вы думаете? Исходя из сегодняшней пресс-конференции Министерства обороны, дальнейшие действия вооруженных сил не меняются в плане целей, то есть демилитаризации Украины и денацификации Украины. И там упомянуты еще некие пункты. Ну, в общем-то, вот эта твердая позиция, изначальная позиция говорит о том, что мы постоянно аргументируем, почему началась эта операция, как она будет проходить. Цели и средства не меняются. Что касается средств, там может быть только усиление. И в дальнейшем, ну, если говорить совсем просто, нужно идти до Львова, чтобы окончательно эту гидру прикончить. Александр, смотрите, вот я из того, что сегодня слушал выступления наших 3 генералов, для меня, как для человека гражданского, было не очевидно, что операция продлится дальше, чем освобождение Донбасса и отсечение украинских войск от Донбасса. Потому что сегодня несколько раз было повторено, что
Наша основная задача – это освободить Донецкую, Луганскую республики. Как дальше понимать то, что было сказано, и на что обратить простому смертному внимание в той риторике, которая сегодня была? Вы понимаете, невозможно обеспечить безопасность Луганской и Донецкой республик, а также безопасность российского Крыма, не изменив принципиально суть построенного вот за эти 30 лет на территории Украины антироссийского государства. Невозможно обеспечить безопасность, не изменив суть. Поэтому Россия вынуждена не строиться, скажем так, железной цепью на границах Луганской и Донецкой областей или там на границе Крыма перед Херсонской областью, а она вынуждена именно обеспечить длительную геополитическую безопасность и денацифицировать, демилитаризовать Украину, которая, в общем-то, вот эта демилитаризация, я думаю, не ограничится завершением операции во Львове на границе с Польшей. Не зря там сегодня суетился американский президент Джо Байден. Я думаю, что настоящая безопасность — все новое, хорошо забытое старое. Вот когда будут стоять российские гарнизоны во Львове, в Киеве, в Николаеве, в Одессе и других крупных городах Украины, вот тогда на Украине будет обеспечена полная безопасность, и в России тоже. Не говоря уже о безопасности Луганской и Донецкой народных республик. Следующее опасение, которое высказывают наши зрители и читатели, ну и мои конкретно зрители и читатели после сегодняшней пресс-конференции, это то, что города будут оставаться в том виде, в котором они есть, то есть окруженными нашей армией, но в города никто входить и зачищать их не планирует пока что, да, как было сказано. Может все измениться. То есть такая была уклончивая, на мой взгляд, формулировка. Как так? Мы в тылу оставляем, грубо говоря, если продвижение дальше будет в сторону Львова, польской границы, да, мы в тылу оставляем крупные формирования войск нашего врага, называя вещи своими именами. В общем, по всем тактическим раскладам, которые очевидны, это как-то не очень принято. Я понял ваш вопрос. Да, я, может быть, не очень криво сформулировал его, Нет, как опять вы же. очень все правильно сформулировали, простыми словами, сложные вещи. Да, нельзя оставлять в тылу, это абсолютно точно, там 50 или 70-тысячную группировку войск украинских в Донбассе. Да, с ней нужно разбираться. То есть либо она сложит оружие, либо она будет уничтожена. Противник, который не сдается, его уничтожают. Хотя изначально целью России не являлись большие жертвы, ну, здесь уже, как говорится, нужно по обстановке смотреть. Цели не меняются. Естественно, сначала нужно вот ликвидировать этот котел, а он уже фактически котел в Донбассе. Потом вы сказали о городах. Ну, вы понимаете, если так вот рассуждать, как в Средневековье, пока не взят главный город, значит, нет победы. Ну, а сейчас же другое время. В данном случае мы эти города блокируем не для того, чтобы их уничтожить, а для того, чтобы их сохранить. Пусть там сидят территориальные батальоны, эмоциональные патриоты. Пусть они там сидят в городах, не мешают российским войскам выполнять задачи демилитаризации и денацификации Украины. Здесь все делается правильно. Города блокированы, наши войска имеют оперативный простор. Вооруженные силы Украины, к счастью, засевшие в этих городах, они не то чтобы дезорганизованы, они фактически лишены главного своего функционала, какой-то согласованности, какой-то оперативной гибкости. То есть вот они могут сидеть в этом осажденном, грубо говоря, районе и ждать, что будет дальше. Пойдут ли российские войска на штурм или не пойдут. Ну, а если они не пойдут на штурм, будут и дальше планомерно перемалывать вот эти военные объекты, которых в конце концов не останется. Не останется патронов, снарядов, горючего для бронетехники. И что тогда? То есть вы понимаете, что
вот за этот месяц было достигнуто главное. Там более чем на 70% не просто бронетехника или какие-то артиллерийские орудия или полностью авиация уничтожена. Уничтожена в большей степени такая вещь, как вооруженные силы Украины. А вот эти островки, ну, грубо говоря, островки безопасности, где еще находятся отдельные бригады и подразделения, они не являются собой вооруженную силу. Они такие островки безопасности в большей степени для ВСУ, которые, понимая, насколько они маломощны, они прикрываются мирным населением, ставят на свои орудия и ракетные установки поближе к жилым домам, позиции в школах оборудуют, в больницах. Это позиция слабости, позиция поражения. И здесь, так или иначе, Россия обречена на успех, а Украина будет демилитаризована и денацифицирована. Еще один вопрос, который сегодня возник. Сейчас я слушал разговор с спецпредставителем милиции ЛНР, подполковник, к сожалению, фамилию его не помню, и он, ну, отчасти был очень рад тем, как продвигаются боевые действия на территории Луганской Народной Республики. С другой стороны, он сказал, что позиции наших врагов закопаны в землю гораздо глубже, чем мы подозревали, но он пошутил замечательно совершенно, на мой взгляд, но мы же, говорит, шахтеры, и мы умеем копать, сказал он. Соответственно, что там происходит? Там действительно все так, они за эти 8 лет там так окопались, что это создает большие проблемы для нас и наших партнеров по этой спецоперации. Вы понимаете, за 8 лет было создано, ну, по всем учебникам, планомерно, не спеша, эшелонированная оборона. Это означает несколько цепей фортификационных сооружений, бетонные сооружения, окопы в полный рост, укрытия для личного состава с бетонными перекрытиями. Там же были склады созданы соответствующие, запасы продуктов, топлива, боеприпасов. И подходы к этим рубежам заминированы. Угу. Мы с вами как-то раньше касались темы минирования. Да, Оно да. не только в море происходит, но и на суше. И вот для того, чтобы не терять личный состав народной милиции и российских войск, делается все достаточно аккуратно. Но от этого ни цели, ни суть происходящего не меняется. Если у кого-то создается впечатление, что где-то какое-то возникло торможение, что происходит что-то негативное, то поверьте, вот в текущей ситуации идет просто планомерное развитие операции с поправками на сбережение личного состава российских войск и народной милиции ЛДНР. Сегодня мы второй раз за историю этой спецоперации услышали цифры потерь. В прошлый раз было 400, что-то там 96, по-моему, да, если мне не изменяет память. Сейчас цифра выросла до 1300 за месяц, да, грубо говоря, 1300 человек. И 30 тысяч боевых потерь, из которых 14 мертвыми, 16 тысяч ранеными у оппонирующей нам страны, вражеской. Как вы оцениваете эти цифры и что вы можете по этому поводу нам сказать? Ну, мы с вами имеем то, что имеем. Эти цифры официальные, цифры Министерства обороны. Да, естественно. Это не домыслы, да. Да, это, во-первых, отражает динамику, что вот этот первый, может быть, порыв, какие-то, может быть, эмоциональные моменты или горячности первых дней, они уже прошли, подразделения обстреляны, тянулись в такую нормальную ритмичную боевую работу. И если вы помните, это же было совсем немного дней от начала операции, когда вот эта цифра озвучивалась там до 500 человек. А прошел уже целый месяц, и мы видим, что динамика потерь снизилась кардинально.
Это вот как раз то, о чем мы с вами ранее говорили. И изменился подход. Командование стало с большим, скажем так, с большей осторожностью относиться к организации наступательных действий, чтобы это не приводило к большим потерям личного состава российских войск. Что касается потерь вооруженных сил Украины, здесь, если кому-то кажется, что, может быть, они завышены или чрезмерны, я думаю, что с учетом постоянных наступательных действий российских войск, с учетом подавляющего технологического превосходства и огневого превосходства, а также с учетом того, что наши войска занимают территорию, где, собственно, и обнаруживают погибших украинских военнослужащих, могут их точнее пересчитать, вот это вызывает вполне понятное доверие. Единственное, что обычно, если 14 тысяч погибших, то раненых бывает в 2-3 раза больше. Возможно, здесь цифра даже еще печальнее для вооруженных сил Украины. По погибшим не вызывает сомнений, раненых, мне кажется, должно быть больше. У нас был в эфире, когда Бадма Башенкаев, наш хирург, который сейчас работает в Донецке, он сказал, что классическая цифра 1 к 5 считается, а временами доходит 1 к 10 убитых к раненым, ну, в зависимости от характера боевых действий. То есть, в принципе, да, 1 к 5 цифра такая, которая, наверное, Ну, есть сейчас разные будет наиболее реалистична. методики, но в данном случае зафиксируем, что, вероятно, раненых больше. Раненых больше. Хорошо, едем дальше. У меня вопрос еще был по провокациям, которые сейчас намечаются, и мы активно это обсуждали уже не раз и слышим это от наших официальных лиц. Сегодня, я не знаю, правда это или нет, но на канале, ну, то есть и то, что я видел, все видели, на канале у Рамзана Ахматовича Кадырова ВКонтакте были выложены какие-то вспышки в небе, которые там, ну, видели, наверное, да, как прокомментировали, что это применение белого фосфора по какому-то там участку. Американцы активно говорят, что что русские будут применять химическое оружие, потому что у них остальное все закончилось. Ну и, соответственно, наши говорят, что будут провокации. На что смотреть, как вы это все видите, и что может быть плохого здесь для нас? Ну вот, если отвечать по порядку на ваши вопросы, да. Что касается белого фосфора, делать выводы на основании видеозаписи, мне кажется, преждевременно. Все же официальная позиция Министерства обороны России пока не озвучена в этом смысле. Угу. Что касается вот этой кампании по таким превентивным обвинениям России коллективным Западом о якобы уже грядущем и неизбежном применении химического или биологического оружия. Ну, это, знаете, у них такие вот заготовки, они на все случаи жизни. Они со времен Колина Пауэлла не изменились. Тут проверка с порошком тряс, потом белые каски изображали химические атаки Башара Асада в Сирии, и после этого летели крылатые ракеты по каким-то военным базам. Ну и Россию сюда же решили прислонить для коллекции. Ну, во-первых, все предыдущие сюжеты были явно надуманные, и все в мире это прекрасно знают. Во-вторых, Россия — это не Ирак, это не Сирия. Здесь совершенно цвет будет асимметричным и убедительным в случае организации такой провокации и попыток чего-то там нанести, какие-то удары, может быть. Здесь, мне кажется, в Вашингтоне и Брюсселе прекрасно понимают вот это, другую весовую категорию своего противника. И скорее пытаются отвлечь внимание от очень болезненной для себя темы, которую также Минобороны России раскрыла и постепенно раскручивает. Это
финансирование семьей американского президента Байдена биологических лабораторий на Украине. Вот мне кажется, отсюда ветер дует. Любой ценой пытается отвлечь внимание мировой общественности от собственных каких-то косяков, говоря молодежным сленгом. Мгм. И, собственно, вчерашнее вот это вот внеочередное сборище НАТО, саммит НАТО в Брюсселе, он показал, что НАТО весьма и весьма осторожно, настороженно и, как не сказать, трусливо относится к этой опасной ситуации, когда некоторые горячие польские парни пытаются войти на территорию Украины с некой миротворческой миссией. Хотя понятно, что это такое подразумевается. Для охраны каравана с оружием, для ввода тысяч новых иностранных наемников, для дальнейшей афганизации или превращения в такую Сирию, Украины. А раз уж мы пошли туда уже, в НАТО, давайте тогда туда, у нас 9 минут всего-навсего осталось, там тема необъятная, конечно же. Саммит НАТО. У меня создается ощущение, что он собран для того, чтобы показать Украине, что ничего хорошего ей ждать не приходится. Потому что вся риторика, она сводится к тому, что, ребят, мы вас офигенно уважаем, мы очень ценим то, что вы там делаете, но мы сами по себе, вы сами по себе, спасибо вам большое. Но Байден почему-то сейчас едет в Польшу зачем-то. Как вы это видите? Давайте начнем в данном случае с конца. Давайте. Байден ехал в Польшу. Достаточно интересная ситуация. Я даже сегодня утром на своем телеграм-канале отразил ее. Польский Жешув прилетел. Байден... Подписывайтесь, кстати, телеграм-канал внизу указан под эфиром. Спасибо. Целый американский президент для чего-то приезжает на границу Польши и Украины навестить подразделение 82-й американской воздушно-десантной дивизии. Ну, согласитесь, странная ситуация. Конечно. Неординарная. Не для того же он прибыл, как там вот снимки публиковали, чтобы съесть пиццу с американскими солдатами. Вероятно, это было что-то типа рекогносцировки, оценки боевых позиций и возможностей. Может быть и так. С другой стороны, очень низок рейтинг американского президента у себя в стране. И он постоянно падает. Возможно, здесь такой медийный момент присутствует, показать, насколько он еще крут и хорош. Что касается внеочередного саммита НАТО, понимаете, он произвел очень странное впечатление. Все на него прибыли с разными целями, с разными задачами. Украина, естественно, ждала как от Бога каких-то там исторических решений. Польша думала, что и благословят, и помогут деньгами, личным составом и оружием для того, чтобы она туда вошла. Американцы так это отстранились от всего этого процесса, но одной ногой пинали Польшу, загоняли в эту ситуацию. В итоге получилось, что большинство стран НАТО решили не рисковать своими войсками и жизнями своих граждан. Им легче, дороже заплатить за американский газ, чем войти в войну с Россией и потерять все. И в итоге такой странный итог. 4 батальона дополнительных будут созданы в Восточной Европе. Причем они будут созданы неизвестно когда, неизвестно в каком составе. Их статус пока еще не ясен. И, похоже, это решение для отмазки, чтобы как-то объяснить, для чего это они собирались. А вот это решение глобальное о входе польских войск на территорию Украины, оно не принято. И не принято подавляющим, солидарным большинством членов НАТО. Многие при этом еще и попутно отказались поставлять оружие или быть какими-то площадками для хранения и логистики. Ну, в данном случае я говорю о Болгарии, о Венгрии. И в итоге оказалось, что Польша одна такая боевая, ее немножко пытались взбодрить и поддержать Дания и Литва,
но эта погода не сделала. Что будет дальше, мы посмотрим. На этом фоне планомерное и, на мой взгляд, оптимистичное развитие российской специальной операции, оно доминирует в геополитическом пространстве. То есть мы не ждем сейчас никаких подвохов, ну, по большому счету, да, от визита Байдена в Польшу. Он не скажет, что, ребята, а давайте я вам сейчас, там, не знаю, ядерные ракеты сюда поставлю. Очевидных подвохов не видно. И сейчас крепнет такой вал критики, растет в отношении Джозефа Байдена. Там достаточно авторитетные политики, выступая на телевидении, прямо говорят, что Байден не бог. Говорят, что он не может контролировать ситуацию в США и в близких окрестностях, где уже ему заниматься переделом мира, или, как он сам выразился, создавать новый мировой порядок. Это цитата. Со старым бы разобраться, да? Вот он сказал, что он журналистам заявил перед отъездом в Европу, что он вернется и подробнее расскажет, каким будет новый мировой порядок при, естественно, доминировании руководства США. Мне кажется, он погорячился. Ну, то есть новый мировой порядок будет, но доминировать будет не США, скорее, в данной ситуации. Безусловно, безусловно. Доминировать будут более здоровые силы, такие как Россия, такие как Китай, ну и ряд других стран, которые не стремятся к господству в ущерб другим, к безопасности в ущерб другим, которые призывают к справедливому многополярному миру. И последний, наверное, на сегодня вопрос, который из последней нашей вот реплики, вашей реплики и моего вопроса вытекает. А не может ли так получиться, как вам кажется, что если США сейчас никак не отреагирует на то, что происходит на Украине, я имею в виду физически, то это развяжет руки вообще всем? Ну, то есть Ирану, Китаю, вообще всем. Они скажут, ребят, ну раз тут не реагируют, да и ладно. Слабого льва раненого можно допинать уже до состояния трупа. Ну, во-первых, никто не намерен сильно пинать этого льва. Главное, чтобы этот лев не досаждал соседям по планете. А с другой стороны, вот вы говорите о контроле. Посмотрите, сегодня состоялось испытание межконтинентальной ракеты Северной Кореи, которая улетела в космос почти на 7 тысяч километров, и потом вернулась на Землю и упала с 1000 километров от точки старта. Китай, мы уже с вами говорили, это практически де-факто первая экономика мира и экономика в развитии. Оборонный потенциал аналогично. Россия, ну, она уже совершенно ясно и четко сказала коллективному Западу, что прежнего взаимодействия не будет. Исходя из этого, делаем выводы. Дай Бог Соединенным Штатам сохранить то, что у них есть на сегодня, то влияние, те доходы. Но я смотрю вот на процесс достаточно оптимистично. В том смысле, что США будут терять влияние. Ну, на этой оптимистичной ноте я тогда хочу вас поблагодарить. Мы вернемся обязательно к этому вопросу, потому что он безграничный. Новости будут поступать постоянно. И выводы, я думаю, что они у нас будут все равно последовательные, но они будут так или иначе развиваться, да, те выводы, которые мы делаем. Александр, спасибо вам огромное.